Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня будет обзор всех вот этих вот новинок. Здесь у нас глины, кусковой мел, меловые шарики. В общем, информации будет очень много, как про мел, про продукт, так и про разные акции. В общем, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. А начнем мы данный выпуск с меловых шариков. Но я не знаю, сколько их здесь, но довольно много. Итак, данные меловые шарики состоят из 20 сортов мела, ну, плюс-минус, может, 25-18, ну, примерно вам называю эту цифру, да. 20 сортов мела плюс глина уральская. Делал я их сам, делал из крошки чистой, как уже показал в предыдущем ролике, да. В общем, давайте будем пробовать. Как они по маркости? Они очень марки, ну, соответственно, состоят из 20 сортов мела и глины. Ну, поехали. Соседи решили ремонт, походу, сделать. Как вовремя. Уральская здесь просто то, что нужно. Откусывается очень легко. Как от такого куска, соответственно, так и от меловых шариков. Я решил сделать такой батончик, его чуть поудобнее кушать. По вкусу. Вот представьте, что у вас есть крошка, у меня такая, кстати, бывает иногда. Из огромного количества сортов, очень хорошо просушенная. И в чем суть? Почему здесь уральская придает изюминку? Во-первых, сама по себе уральская мне в принципе нравится по причине того, что она твердая. Так здесь же она вот эту твердость как раз таки и придает. Плюс ко всему цвет, вкус точнее вот этих вот немножко орешков, потому что многие знают, что уральское имя отдает. И 20 сортов мела здесь вообще идеально по вкусу. Это такое насыщенное сочетание разных сортов мела, что просто вау. Данные меловые именно шарики, как сказать-то, я делал почему сам? Потому что многие говорят то, что используется та же самая нечистая вода, допустим, при производстве. Я использовал кипяченую воду, чтобы это все замешивать. Ну и решил попробовать сделать сам. Многие уже попробовали, многим понравились именно эти шарики. Ну, а я кушаю дальше. Такой вкус. Вроде и побелки, вроде и что-то сливочное. И все это вперемешку. И вот представьте, когда заливаете большое количество сухих сортов, не в плане того, что сухие или жирные, а в плане того, что просушенные кипятком, допустим, или обычной водой, и резко поднимается вот этот запах. И этот вкус у вас во рту. Вот что-то как-то вот так вот оно выглядит. В общем, я долго про них рассказывать не буду, потому что подробное описание, как всегда, будет в описании ролика. Мы будем двигаться к следующим новинкам. Я попробую вложить в описание максимум. А дальше мы уже будем кушать глину, кусковой мел. Там уже будет все подольше, потому что это слишком что-то мягкое. Мне такое не сильно нравится. Я знаю, что любителей, конечно, много, но это не я. Оно похоже чем-то на тот же самый тунгыш, тарас. На сливки не сильно похоже, ну вот мел прессованный, сливки и морской, потому что там прям вообще из крошки же делается. А здесь, тем не менее, куски большие, плюс ко всему уральское, здесь присутствует хруст. Как-никак даже откусывается сложнее, чем прессованный мел, сливки и морской. Поэтому для любителей вау, но не для меня. Двигаемся дальше. По моей оценке, пусть это будет вкус 10 из 10. Если бы такой жирный мелок какой-нибудь был, было бы вау. А именно для меня по структуре, потому как откусывается и сколько крупинка держится, ну здесь, наверное, мало баллов. Поэтому как-то так. В общем, поехали дальше.
Дальше у нас будет мел. Как будет происходить дальше описание роликов? Я смотрю на мелок, или это глина, неважно, да, даю свое небольшое описание, потом им хрущу, вы слушаете хруст, многим это нравится, многие этого ждали. И после чего я даю уже подробное описание. Поехали. Попробуйте сейчас поставить на стоп и угадать название данного мелка. Но он очень популярный. И, внимание, данный мелок называется князь Мелоежка. Давайте, в общем, посмотрим, что он у нас представляет себя именно по маркости. Маркость очень хорошая у него. Во-первых, да любой, даже жирный, сухой мел, кроме глиномелов, будет очень сильно мараться, если он хорошо высушен и именно очищен. А у меня он в чищенном виде, поэтому он марается хорошо. По структуре я бы, наверное, сказал, что он жирный мелок, потому что я его плюс ко всему чистил и видел его в мокром виде. В общем, поехали. Ну, в общем, что я могу сказать? Я либо отвык от кускового мела, потому что в последнее время прям пристрастился к пиленому, именно к жирным сортам. Либо этот сорт просто не жирный. Ну, как сказать, он вроде бы жирный, а вроде бы и очень легкий. То есть он откусывается примерно средне. По структуре и по крупинке, крупинка у него держится недолго. А по структуре ты его когда кушаешь, он вроде бы офигеть в какую сливочную массу превращается, но при этом он такой воздушный. Будто у него жирность между легкой, точнее сухим сортом и жирным. Ну, в общем, как-то так. По вкусу. Это какая-то очень сливочная масса. Не совсем по вкусу сказал, но тем не менее. Вкус у него где-то отдает побелочным. Вот опять же, к тому, что жирные сорта практически очень мало их, в общем, которые отдают именно побелкой. Также присутствует такой еле-еле земляной привкус, с чем-то схожий с песчанкой где-то. Но он очень интересный, я думал, он прям жирненький будет. Надо будет сравнить его с жирным сортом каким-нибудь. Высушен вроде идеально. Цвет такой сероватый, как и вроде должно быть с жирным сортом.
чем-то сладким он не отдает. Был такой Феникс. Он прям сластил очень сильно. И очень горький сорт Чураева. Наверное, это вот два, которые я встречал сорта мела, которые, получается, один очень сладкий был, другой был очень горький. Ну, еще Акбулак, но там раз через раз попадается, потому что сорт сам по себе такой. В общем, моя оценка данному сорту, честно, я думал, будет прям вау, 11 из 10. А в итоге всего лишь, ну, наверное, 6, потому что, ну, не сильно он мне понравился жирностью, он не отличается, я бы так сказал. Да и название такое «Князь Мелоежка». Здесь, знаете, вот Ватутин, так Ватутин. Вот у него название, и оно ему соответствует. Очень многим нравится Ватутин, а «Князь Мелоежка», я думал, это что-то вау. Но мне не сильно понравился. Подробное описание, как всегда, будет под описанием данного ролика. Марки он, конечно, капец какой марки. И еще такой момент. То есть, допустим, если вот у меня он пришел такой, в следующей поставке он не может прийти совершенно иначе. Это же мел, они отличаются чуть ли не каждой поставкой. То есть вот если вот снимать вот так вот описание ролика, вот сегодня я снял описание на «Князь Мелоежку», в следующей поставке буду снимать, он уже будет другой. В еще одной буду снимать, он опять будет другой. То есть главное, у него есть вот эти вот задатки по его основному описанию, да, а все остальное мы просто подбираем и подкидываем ему. Потому что он постоянно будет чем-то похож на основное описание, но каждый раз будет что-то микро немножко меняться. Недавно, кстати, стали задавать вопрос, что такое песочные сорта и, ну, при оформлении заказа. Многие, оказывается, этого не понимают. Смотрите, ребят, песочный сорт – это не тот сорт, у которого крупинка долгая, классная и так далее. Вы немножко, некоторые ошиблись в этом плане. Песочный сорт – это когда в нем попадаются вот такие вот именно мелкие кусочки, не то что кусочки, а вот практически крошка, да, меловая, которая идет как песок, то есть она хрустит на зубах, какое-то такое скрежение неприятное и так далее. А жирный сорт, вот допустим, вот этот возьмем, да, но этот не подойдет, Ватутин пусть будет. У него долгоиграющая крупинка, вот что важно. Долгоиграющая крупинка и песочный сорт, и вот это вот песчинки, которые в нем есть, это совершенно разные вещи. Вот у меня дальше будет сорт крупинка жирный. Вот он называется так, потому что у него крупинка очень-очень долго держится, дольше, чем в остальных других сортах. Вот я его похрущу, и вы послушаете. Ну, это будет, пусть будет, это будет следующий сорт, скажем так, да. Ну, в общем, какое-то такое описание, будем двигаться дальше. Но вы пишите, кто пробовал «Князь Мелоежка» и как он вам вообще по ощущениям. Так, как и сказал, следующий сорт мела – крупинка. Также немножко поиздевался над бруском Ватутина только что и решил сделать из него батончик, так скажем, да, потому что только что про него говорил, мне он очень сильно нравится. В общем, давайте я его для начала попробую и заодно послушайте, какая здесь в нем крупинка. Немножко поправить решил. Оставлю его, но потом крупинка долгая, долгоиграющая. Вкус такой земляной, сливочный, насыщенный, крупинка хорошая. А теперь смотрите, что-то там соседи вообще не успокаивают с своим ремонтом. Крупинка как будет сейчас хрустеть. Тут вы просто офигеете. Суть данного сорта в том, если я Ватутин начинаю жевать, крупинка еще есть, начну запивать водой, все, крупинки нет. Здесь как только ты запьешь водой, крупинка начинает еще лучше проявляться, то есть она не растворяется в воде.
Не знаю, чувствуете ли вы и слышите ту разницу, о которой я говорю по ту сторону экрана. Надеюсь, что да. Ну, скажем так, доставка приехала максимально не вовремя. В общем, поехали еще разок. Твердовато оказалось. Короче, это что-то вау. По структуре вы поняли. По маркости очень маркий. По вкусу. Это вкус раскаленных кирпичей, вот этой вот глины в бане. Вот это именно об этом сорте. Если вам такое нравится, он вам идеально подойдет. Но в чем суть? Его 4 вида. Крупинка, сухой сорт, жирный сорт, глиномел и песочный. То есть, соответственно, нравятся вам песочные сорта, да? Но не хватает там, допустим, вот этого вот вкуса именно, который я сейчас описал, или же твердости, ну, хруста самого и так далее. Берите крупинка, песочный сорт. Если вам нравится просто сухой сорт, но нравится опять же вот этот вот вкус раскаленных кирпичей, вот это вот как в бане глины, опять же берете просто сухой сорт, ну, именно крупинки. Если вам нравится, допустим, жирные сорта мела, но не хватает вам вот этого вот хруста и, допустим, вкуса, берете жирный сорт. Ой, а если вы возьмете глиномел крупинка, там вообще, там он настолько твердющий будет, он будет настолько хрустящий и с долгоиграющей крупинкой. В общем, вау. Крупинка для меня, наверное, 9 из 10, но по одной простой причине, что, во-первых, да и пошел я нафиг, наверное, что не всегда вот этот вот вкус его можно есть на постоянной основе. Вот этот ватутин, это идеально. Я его могу есть всегда и везде, так скажем, да. Было вкусненько. В общем, я думаю, у крупинки найдется очень много любителей. Описание, как всегда, будет под описанием ролика. Заказать точно так же. Ссылка на группу ВКонтакте, на WhatsApp, на Instagram, как на мой личный, так и на меловой именно. В группе ВКонтакте вообще описание всех сортов. Есть там более 5000 участников на данный момент, по-моему. Кому-то удобнее в Инстаграме, кому-то вообще в WhatsApp. В общем, кому где удобнее, там и заказывайте, ребят. Если в WhatsApp, то я вам просто отдельный ассортимент скидываю. Ну, в общем, а мы переходим к глинам. Итак, сейчас у нас будет глина-жемчужина. Смотрите, кстати, какой кусок я тут нашел. Свои чистые ощущения. Изначально вот с виду вот так посмотришь, она очень сильно похожа на Туркестан плитки. По структуре, и когда ее трогаешь, это будто бы Астана один в один. Сейчас, когда я ее чистил, она вообще слоистая еще оказалась. В общем, эта глина настолько разносторонняя, что я немножко в шоке. Не знаю, почему она называется именно жемчужина, но, скажем так, по цвету именно она такая голубоватая, зеленоватая, вот что-то такие какие-то оттенки. Ну, давайте будем пробовать. Когда я ее чистил, я еще понял, что она чем-то напоминает глину Актабе. Актабе, кто как хочет называет. Эта глина, кстати, тоже в последнее время приезжает, но это пипец. Эта глина тоже в последнее время приезжает непонятно какой, потому что на Казахстане она вообще считается мелом. У нас глина, она приезжает то вроде бы не совсем похожа на мел, то похожа очень сильно на мел. И какой-то вот такой вот момент. Она действительно структурой похожа на Актабе. Актабе. Вот правда, кто как называет. Она очень легкая, воздушная, такая какая-то пористая. И вот то, что она идет пластинами, для меня еще вообще максимальное удивление. Сливочная, жирная, вообще не липнет к зубам, то есть ни капельки. По структуре вот будто чародейка, еще из-за того, что она слоистая. По вкусу
Очень такой пыльный привкус глины. Довольно сложно разобрать, что именно за вкус, но я отчетливо слышу, чувствую вот этот именно вкус пыльный. Вот она, то есть, не видно так, наверное, будет. Именно слоями идет. Очень мягкая. Ну, моя оценка, если ее сравнивать с Астаной, Туркестаном, Чародейками, со всеми вот этими, она в себе собрала все. В общем, я думаю, любители наверняка глины жемчужина есть, но она очень необычная. Оценка пусть будет 8 из 10. Хоть и не сильно понравилась по вкусу, подробное описание будет в описании ролика, потому что я ее не понял. Именно вкус я не понял. В общем, напишите, пожалуйста, кто пробовал глину жемчужина, как она вам. Ну и вот такое сердечко еще попалось. С предыдущей глиной слегка напутал. Не жемчужина, а жемчуг называлась. Следующая глина голубая Оренбург, и мне срочно очень нужен мелок. Теперь хорошо. Я про нее уже говорил. Колется и выглядит чем-то она похожа на глину голубая узбекская. Ну, узбечка голубая, да, просто в народе, так сказать. И вот сейчас, когда я ее трогаю, насколько она сливочная, и вот здесь всякие вкрапления в ней, также на глину радуга. Ну, я думаю, можно пробовать. Довольно интересная. Знаете, на что она похожа? Вот эти безешки продаются, пирожные, да? И когда его начинаешь кушать, то есть оно намокает, и оно резко, и оно сжиматься так начинает. И вот эта глина также, она будто пористая внутри. Ты начинаешь ее есть, и она также сжимается. Цвет у нее, наверное, фиолетовый, но тут еще разные цвета мне попадаются. Но основной это фиолетовый, думаю, это видно, да? Сначала, когда я его начал кушать, вот эта вот пористая структура начала проявляться, я подумал, что офигеть, она к зубам не прилипает. Сейчас офигеть, как чувствую, как прилипает. Она очень сливочная, очень прилипучая. Откусывается максимально легонько. Своей структурой она очень сильно напоминает глину Астана. В общем, соседи мне решили сегодня ролик испортить. Но так как я его давно хотел заснять, я решил, ну и фиг с ним. Зато сниму ролик для вас. Ну, в общем, мне такие глины нравятся не очень сильно по причине того, что они очень сильно прилипают. Они слишком сливочные. Непонятный такой вкус. Вроде бы земляной. Вот что-то типа вкуса, как у мела, допустим, запах после дождя. Какая-то такая-то глина. Да и описывать для меня очень сложно глины, потому что я их не понимаю. Здесь вообще вкус и привкус какого-то гудрона немножко даже чувствуется. Я еще посмотрю полное описание данной глины в интернете, в разных источниках. Сравню с своим, и максимальное похожее я уже добавлю в описание к ролику. В общем, ну, по моей оценке, пусть это будет 4 из 10.
Но имейте в виду, мне глины не нравятся. Вот из глин больше всего, какая мне нравится, это, наверное, глина уральская. Вот она прям идеальная самая для меня. И то, я даже ее особо не кушаю. Для меня мел, жирные сорта, это просто самое то. Ну, хотя, опять же, когда-то я очень сильно любил только сухие сорта. Поэтому поехали дальше. Следующий сорт узнаете через мгновение. Итак, следующая глина выглядит следующим образом. У нее здесь есть белые кусочки. Вот такой огромный красный кусок, но и в ней видно, что белые попадаются. Ну, видно, что это одна глина, в общем. Данная глина называется глина для масок. Маску я из нее делать не буду, давайте ее попробуем. Да, не важно, что она для масок называется. Так, ладно, белый кусочек понял. Белый кусочек максимально напоминает какие-то меловые изделия по виду подушечек, глиномелов, брусков, именно которые делаются из мелой глины. Красный кусок. Такой же. Угу. Не знаю, насколько она пригодна для того, чтобы ее кушать, так как она для масок. Но структура у нее следующая. Она очень-очень мягкая, то есть она не залипает, она во рту прям распадается максимально быстро. То есть, скорее всего, поэтому и для масок. Потому что, когда вы ее, я так понимаю, в воде замочите, она очень быстро превратится просто в такое месиво, так назовем. И без каких-либо кусочков, комочков и так далее. По вкусу очень привкус такой соленоватый немножко. Ее красоты. Привкус каких-то кирпичей будто бы присутствует. Я понял, даже не на глиномелы. Она похожа по вкусу на голубую узбечку. Вот в чем суть. Хотя структура, казалось бы, совершенно иная, да? Ну что, ребят, какой-то такой ролик получился. Сейчас в самом конце я вам расскажу про акцию, которая сейчас будет проходить в Меловом. И расскажу очень что-то интересное уже через мгновение до акции. В общем, дослушайте до конца, я думаю, для многих эта информация будет интересной. Да, походу мне так надо было вообще ролики снимать. В общем, в чем суть? Совершенно недавно запустилась одна новая компания. Если кто-то слышал, работал когда-то в сетевом, я сейчас расскажу про новый способ заработка, в котором я нахожусь сам. Это никакая не реклама, и это действительно хороший способ для того, чтобы заработать деньги. Для кого-то, возможно, это вообще способ уволиться со своей работы и работать на новой работе. Но для того, чтобы в ней работать, вам не нужно будет там изначально там увольняться. Вы можете просто попробовать, получится у вас это или нет. В чем суть? Кто слышал о компании Greenway, я думаю, это многие, практически каждый второй. Кто не слышал, можете просто в конце то, что я скажу, зайти на сайт и посмотреть, ознакомиться, возможно, вам будет интересно. А кто слышал о компании Greenway, следующий момент. Вот те топы, которые люди находились в компании и зарабатывали на ней, они сейчас перешли в другую компанию. Компания дала запуск примерно 4 дня назад, что говорит о том, что мало того, что туда ушли топы и люди, которые ушли вместе с этими топами в новую компанию, то туда ушел и человек, в принципе, он сейчас в ней находится, в этой компании, который разрабатывал продукцию для Greenway. То есть это уже говорит о том, что компания не какое-то там кидалово или еще что-то в этом роде. Плюс ко всему, данная компания именно по бонусам, по всем вот этим вот моментам, заработкам, выводам средств, она намного крупнее будет и больше, чем компания Greenway. На данный момент там о ней знает каждый десятый, грубо говоря, человек. Да? Даже сейчас, когда я пишу людям, предлагаю, они говорят, я уже слышал или я уже там. А представьте, что будет уже через несколько месяцев, да, о ней будут знать уже каждый второй. Почему же в нее стоит залетать именно сейчас? И почему я говорю, что это вау, классная компания? Да потому что любой человек, который как-то был связан с сетевым или понимает, что такое тот же самый Greenway, он осознает тот факт, что главное, чтобы заработать в сетевом бизнесе, да, в сетевой компании какой-то, это, во-первых, она должна была открыться, грубо говоря, недавно, и второй момент, она должна потом чего-то достичь. То, что чего-то она достигнет, в этом я уверен на все 100%. Но следующий момент, она открылась 3 дня назад. То есть вот эти вот люди, которые находятся в топах, ну, 4-5 дней назад, где-то вот так она открылась. Они ждали открытия этой компании год. И вот как только она стартанула, я это узнал за один день до старта. Я также зашел в нее. Сейчас я нахожусь в ней и зарабатываю через нее. То есть для того, чтобы там зарабатывать вот тупо 15 тысяч в месяц, практически никаких усилий не нужно прилагать. Если все-таки у вас есть желание зарабатывать больше, то, конечно, на это потратить, ну,
нужно будет потратить чуть больше сил. И еще один момент, почему стоит залетать в нее сейчас. Так как она только-только дала старт вообще своего открытия, да, соответственно, там огромные бонусы разные, привилегии, которые для людей, которые в нее только-только залетели на самом старте ее открытия. Это примерно первые 3-5 месяцев будут офигенные просто там сейчас бонусы проходить, особенно первый месяц. И второй там, по-моему, 30% ко всему заработку идет. 20-30 примерно так. И еще один офигенный плюс. Допустим, я нахожусь примерно в 4-й линии. Хорошо знаю человека, который находится в 3-й линии. Лично его знаю. Этот человек лично знает 2-ю линию. А 2-я линия уже лично знакома с 1-й. И то есть, соответственно, для того, чтобы 1-ю очень хорошо зарабатывали, они хорошо продвигают 2-ю, 2-я, 3-ю. И на самом начальном этапе и, в принципе, верхушки, да, это будет работать очень хорошо. Поэтому я вам предлагаю, что я сейчас оставлю ссылочку в описании данного ролика именно на регистрацию. Регистрация абсолютно бесплатная. Вы можете зайти на сайт, посмотреть, что это такое, что за продукцию компания предоставляет. Это совершенно уже другой продукт, не тот, который был в Greenway. И там уже принять решение. После того, как вы пройдете регистрацию, если вам это интересно, вы понимаете, ага, я понимаю, почему мне это интересно, что это такое, как на этом заработать, то, соответственно, дальше вы можете просто написать мне в Telegram. Для Телеграма ссылочка будет сразу под ссылкой для регистрации, также в описании ролика. И можете уже написать в Telegram там «Здравствуйте, так и так» или «Привет», там как хотите, да. Я вот прошел или прошла регистрацию, что делать дальше? После этого я вас добавлю в основной чат, скину вам информацию по продукту, что это за продукт, что это за компания, как на ней заработать, сколько на ней заработать, какие условия, там есть автобонус, там очень много всего, в общем, я думаю, желающих будет много, и я лично уже буду вас вести. То есть мы лично с вами в переписке уже все эти моменты обсудим, сколько я буду зарабатывать, вот если вот так-то, если так-то. В общем, обсудим с вами все моменты. Ведь если мы возьмем ту же самую компанию Greenway, да, то ведь многие люди туда зашли впервые. И посмотрите, что произошло дальше. Многие уволились с работы, у кого это все получилось. Но это опять же те, кто залетели в начале, грубо говоря, да. То есть здесь очень важно вот этот момент залететь в начале. Это не какая-то пирамида, в которую я вас зову, да, и не знаю, а что с ней будет через неделю, развалится она или она будет работать дальше. А это именно хороший инструмент для заработка. Это сетевой бизнес. Компания Greenway и NL, подобные компании, сколько они продержались? 2-3 года, но именно если говорить о моменте, когда люди оттуда выводили какие-то деньги, они там хорошо зарабатывали. Сейчас, если вы зайдете в Greenway, ну вы там уже навряд ли сможете много заработать, правильно? И данная компания точно так же прослужит там те же самые 2-3 года, но самый жирный бонус, выводы, деньги вы сможете заработать на ней сейчас там в первые полгода, год, ну вот грубо говоря, вот так вот. В общем, ребят, для тех, кому это все интересно, ссылочка в описании профиля, проходите регистрацию, смотрите все по сайту, что вам интересно, неинтересно, что вам понятно, непонятно, задаете потом в личку, ссылка на Telegram также оставлена под ссылкой для регистрации. Ну, а для тех, кого это заинтересует и кто захочет уже на этом зарабатывать, я уже объясню в личке поподробнее, как это делается, что это такое. Ну, в общем, как-то так. Теперь, что касаемо именно мелового и скидки. Сейчас запущу акцию, как только отредактирую, блин, все вот эти вот просто сорта мела и глины. Акция будет, наверное, следующая. Это скидка на весь заказ, плюс подарок к вашему заказу и перевес. То есть 3 бонуса будет просто в вашем заказе. Также хотелось бы попросить, наверное, еще такой момент насчет акции. Больше не делаю никакие промокоды, потому что очень многие смотрят ролики, ага, акция идет, идут заказывают, промокод не указали, скидку не получили. И как бы такой обидный момент. Я думаю, пусть лучше, если идет акция, она идет для всех. Я думаю, так будет более правильно и честно. В общем, какой-то такой ролик получился. Кому это будет интересно, уже после того, как посмотрите сайт, пройдете регистрацию. Регистрация, как уже сказал, бесплатная, там ничего платить не нужно. Вы просто посмотрите, зарегистрируйтесь. Если вас это уже заинтересует, напишите в личку. Сможете сказать там, допустим, любые вопросы абсолютно задать, какие вас заинтересуют. Там, к примеру, я не знаю, я там вот так-то, так-то работаю, у меня вот столько-то времени будет, я смогу этим заниматься. Да любой человек сможет этим заниматься, но это не обязательно тратить много времени. Я вам объясню, как это работает и как на этом можно заработать. В общем, ребят, всех желающих буду ждать в личные сообщения в Телеграме. И до новых встреч. Что еще очень важно, я забыл рассказать, зарабатывать на этом можно абсолютно из любой страны. То есть там подключено официально 5 стран. Но
это именно с доставкой с самого сайта. Но если, допустим, вы находитесь в стране, в которую на автомате сайт не отправляет, мы делаем с вами следующим образом. Вы просто оформляете заказ, допустим, на мой адрес, мы с вами рассчитываем отдельно доставку, и вы просто оплачиваете только за доставку. То есть, ну, опять же, моменты разные везде бывают, и везде есть решение их проблем. Тоже забыл вам сказать, то, что в принципе эта компания продает продукцию, да, то есть для какого-то человека, который зайдет на сайт сейчас и посмотрит эту продукцию, он скажет, ага, я вот этим пользуюсь. Компания делает аспект на том, что такой продукции нет нигде и ни у кого. Именно по составу. То есть что туда входит? В компании в этой находятся такие продукции, которыми вы пользуетесь в жизни. Соответственно, возможно, кто-то посмотрит и скажет, ага, мне вот неинтересно зарабатывать, я бы хотел просто попробовать продукцию. Я вот здесь покупаю такое, а попробую здесь, почему нет? То есть, возможно, для вас это будет интересно. Следующие люди, допустим, скажут, ага, мне интересен продукт, но мне интересно и заработать, поэтому почему нет? Я на этом могу и заработать, и попробовать эту продукцию. Ну и следующие люди, как я, наверное, которые не сильно горят желанием получить сам продукт, как заработать на этом продукте. Ну, наверное, какой-то такой момент. И следующий нюанс. Я оставил ссылочку, которая для регистрации. Это именно регистрация партнера. То есть с помощью этой ссылки вы сможете как регистрировать кого-то, так и покупать товар. Просто там есть еще одна ссылка, по которой можно только купить товар, но нельзя регистрировать и зарабатывать на этом. То есть я думаю, ну, для кого-то, возможно, будет это важным, так как сейчас, возможно, вы туда зайдете просто купить товар или просто, допустим, зарегистрироваться. Но если вы в дальнейшем захотите на этом зарабатывать, то вы уже будете зарегистрированы именно по ссылке для партнера. То есть вы сможете зарабатывать на этом. В общем, ребят, всех буду ждать в Телеграме, в личные сообщения, кого это заинтересует. Ну, а я уже там вам всем подскажу.